Привет, друзья ютуберы! Перед началом хочу сказать спасибо за вашу поддержку в виде подписок, лайков и комментариев, ведь это мне поможет побыстрее достичь отметку в 10 тысяч подписчиков. И так как моя предыдущая просьба была, наверное, вами не услышана, я подумал, что звук слишком был тихий, и теперь я немножко опять подмудрил и сделал звук немножко громче. Так что всегда буду рад вашим комментариям по поводу качества звука. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», второй сезон, 13 серия. И к тому же последняя серия в этом сезоне, так что посмотри и не пропускай. Как дела? Ты приболел? Нет. Сколько ты весишь? 8 фунтов. Сильно похудел. Плаваю. Сестра Тони Барбара приехала в дом к матери, получается, и своей, и Тони. Приезжает Тони, и его начинают грузить, потому что мамке жить-то в принципе и негде. Барбара предлагает ей переехать к ней, но Тони сразу начинает вставлять свои 5 копеек и говорит, что это она специально так делает, потому что будет еще хуже. Если она переедет, будет полный пиздец. Он возвращается к машине, берет билеты и возвращается, отдает ей. А уже вечером сидят и все кайфуют, рассказывают похотливые анекдоты, придумывают истории, кто кому бы засадил, если бы они были с ними знакомы. Пусть и как всегда рассказывает истории про своих массажисток, дантисток и то, какие у них хорошие проходные отверстия. Фурио немножко рассказывает историю, как он стал ассасином в Италии и сколько людей он положил, а Тони просто сидит и смотрит, как Данте ест вроде бы ту же самую еду, которую ел всегда, но его рожа как-то чем-то недовольна. Его товарищи привозят шубу, которую они достали непонятно где, и эту шубу он уже везет к себе домой, подарок своей жене Кармели, которая уже голышом щеголяет и делает ему приятно. Но все приятное переходит в маленькое непонятное психоделическое состояние, потому что Тони снится сон, где сидят в принципе все. Даже один из тех самых близнецов Пэтси и Бетси, которого, кстати, убили в начале этого сезона. И все также рассказывают разные истории с подтекстом, что Тони скоро может погибнуть, потому что он облил себя чем-то, наверное бензином, и хочет себя поджечь. Но зажигалки нету, но друзья тут даже всегда помогут и также дают ему зажигалку. Оказывается, Тони травянулся какой-то херней и побежал блювать, срать одновременно. Семья просто в шоке от тех звуков, которые они слышат там, за дверью туалета. Крыса Пусси возвращается к другу ФБРовцу и отдает ему свою долю, которую он получил за загаз, за убийство и еще чего-то, хотя сам он в этом не участвовал. Также эта вонючая крыса дает запись, кассету, на которой та же самая запись разговора и прошлого дня. Уже Данте выходит в роли мужика из крестного отца, который говорит, что враги еще себя не показали. А дальше он видит, как он вместе с Полли играет в карты или еще во что-то, а потом что-то бесится и думает, почему бы его не убить, и стреляет в него. Тони приходит на совещание к Мелфи, чтобы рассказать о своих психологических проблемах. Но вместо Мелфи сидит Анна Лиза. Она является лидером группировки мафии, которая находится в Италии. Он не понимает, что происходит, и чтобы разобраться, он идет уже в мини-шпиде, где сидят ребята, которые дают ему туалетную бумагу, потому что им надо будет ехать и смотреть мои видео на канале. У меня на канале мало просмотров, они решили взять тоже маленькую машинку, чтобы вписаться в ситуацию. Приходит Арти, и Тони говорит, что отравился его дерьмом, но этот говорит, что его дерьмо самое свежее, он сам ест дерьмо, все едят дерьмо, даже дети едят дерьмо. Чтобы проверить эту информацию, Арти решил позвонить Пусси, который хорошо себя чувствует, он не жрал у индусов, зато жрал у Арти, и он себя чувствует отлично. Это подтверждает то, что индусы не умеют готовить. А мамку Тони с подружкой берут за задницы охранники аэропорта, потому что у них краденые билеты, которые проходят по уголовному делу. Тони гуляет у себя в кошмарах и не понимает, где кошмар, а где реальность. Тут он начинает разговаривать с рыбой, которая оказывается Пусси. Пусси рассказывает, что как бы он давно плавает и целый шквал информации слил ФБРовцам. Он разговаривает с рыбой по душам, потому что он все равно до последнего не хочет поверить в то, что его лучший друг так обосрался. Но рыба говорит, что она и рыба, она срет и жопа у нее чистая. А вот у него скоро будет грязно, и не только из-за этого, а потому что скоро его жопу возьмут все, кому не лень.
Немножко придя в себя, он берет уже и Данте и едут к Пусси. Он под предлогом сходить в туалет и как бы просраться, потому что еще он в норму не вернулся. И начинает искать нычку, где у Пусси микрофон. А Данте его отвлекает своим чаем и рассказами про крестного отца. Тони ни хрена не может найти, но когда он решает просто взять пару сигар, ведь Пусси не обидится, он находит в ящичке тайное отделение, где находит все. Данте ебашит алкоголь, потому что не только он едет за рулем, но и еще понимает, что скоро произойдет. Они приезжают уже к Поле, который подготовил яхту, чтобы немножко пройтись и чтобы все пришло в свою норму. Они заводят его в трюм, если я не ошибаюсь, он так и называется. И начинает расспрашивать, что давно, недавно, что все известно. Пусси сначала ничего не говорит, но в конечном итоге ломает последнюю надежду на спасение, хотя он так думал, и рассказывает все. Стукачит уже врет несколько месяцев, но Тони-то знает, что уже несколько лет. Начинает выгораживать свою жирную жопу, что он особо ничего не говорил. Наоборот, это была в пользу мафии, потому что это дезинформация. А так как мы видели предыдущие серии, как он засирал и какие вещи он говорил про мафию, сразу становится ясно, что жопу он никак свою уже здесь не спасет. Ребята не знают, как поступить. Либо бухать, либо его сразу ёбнуть, либо еще что-то делать. Они не могут собраться с мыслями. Пусси хочет выпить, и в итоге они находят алкоголь, начинают бухать немножко, угорать. Пусси рассказывает опять про какую-то бабу, которую он засадил. Но тут его спрашивают: слушай, Пусси, а баба-то вот эта, она вообще была? Пусси делает вид, что нет, скорее всего нету. Тут ребята понимают, что помимо стукача крысы, он еще и пиздобол. Пусси понимает, что сейчас будет. Растолкать их всех не получится. Тони, может быть, уложил, а вот других остальных он бы не смог. Единственное, просит, чтобы не стреляли ему только в лицо. Пусси хочет выкрутиться, типа ой, можно я присяду, но ребята уже собрались смелостью на полминуты и гасят жирного ублюдка. А потом отправляют его уже туда, к русалочке. Тони понимает, что он не только потерял друга, но и потерял часть здоровья, потому что он до сих пор не может восстановиться. Но восстановиться ему приходят помогать уже ФБРовцы, которые поняли, что Пусси пропал не просто так, и забирают его жопу именно в тот момент, когда его дочь приводит туда друзей показать, как они хорошо живут. Тони показывают что-то наподобие ЭВС американского, а потом его все равно отпускают, и он прямиком приезжает уже к своему адвокату, который говорит, что у всех них ничего на него нету. Тони приезжает к Мелфи, который, в принципе, уже и не знает, что его спросить. Уже 2 сезона пиздит и не понимает, что он вообще ей рассказывает. А он не знает, что ей рассказать. Ну, даже не по делу, потому что скоро ему уже надо будет ехать на выпускной к его дочери, а потом уже праздник, где собираются все друзья-друзьяшки, даже евреи, да, кроме одного жирного ублюдка. И он про него вспоминает, что теперь Пусси как хотел дом на краю берега где-нибудь в океане, он его и, собственно, получил.